Всем привет, добро пожаловать на 39-й выпуск подкаста Russian Progress. Это продолжение 38-го выпуска, где мы говорили с Дашей. И прошлый выпуск я в том числе и опубликовал на Ютубе. Для тех, кто не в курсе, я решил в качестве эксперимента опубликовать его там, потому что обычно все выпуски я публикую на Патреоне в качестве бонуса. Но тут я подумал, что почему бы мне не продолжить публиковать их на Ютубе, по крайней мере, некоторое время, так как мне просто понравилась ваша реакция, понравилось то, что эти выпуски больше людей смотрят, их комментируют. Поэтому теперь вы можете зайти на YouTube, канал Russian Progress, посмотреть выпуск, оставить свой комментарий. В общем, да, проблема еще подкаста в том, что к ним нет какой-то обратной связи. То есть ты вроде публикуешь выпуски один за другим, а возможности комментировать эти выпуски у вас нет. Так вот, сейчас у вас эта возможность есть. Каждый вот этот выпуск, он идет с субтитрами, так что заходите, пользуйтесь субтитрами. Транскрипции я буду публиковать на Патреоне. В транскрипциях есть перевод самых сложных слов на английский. И чтобы вы понимали, как я делаю этот перевод, я выделяю самые сложные слова, и мне уже носитель английского языка из Нью-Йорка, Райан, привет, добавляет перевод к этим словам. Я смотрю, действительно ли так это переведено, мы как-то обсуждаем. Ну и в итоге получается лучший перевод, потому что и носитель русского, и носитель английского работают над переводом этих сленговых каких-то слов, ну, в целом всех сложных слов, которые есть в выпуске, которые вам, скорее всего, непонятны, они доступны в транскрипции на Патреоне за $5 в месяц. За $5 в месяц вы получаете доступ ко всем транскрипциям и также, конечно, эту возможность поддержать проект. Так что заходите на Patreon и заходите на YouTube. В предыдущем выпуске мы с Дашей говорили о хейте, о комментариях, о том, как мы познакомились, в общем, некоторые темы обсудили. И в этом выпуске мы продолжим наш диалог, мы поговорим о путешествиях, потому что я очень люблю путешествовать, Даша мне задала какие-то вопросы на эту тему, и о менталитете. Но прежде, раз уж мы в прошлый раз слушали аудиозапись от слушателя, от Минджи из Кореи, сегодня мы послушаем от Марка. Он, я не знаю, из Франции или из Бельгии, в общем, из какой-то франкоговорящей страны. Запись я еще не слушал. Привет, Артем. Привет всем, кто слушает. Меня зовут Марк. Я живу и родился в Париже, Франции. И я хочу сказать всему миру, что подкасты Артема самые крутые, самые клевые, чтобы учиться русскому языку. Мерси. И вот почему. Я начал изучать русский язык много лет назад, в эпохе, когда интернета почти не было, и единственное, что у нас было, чтобы учить языки, это книги, кассеты, ну и компакт-диски, конечно. Методы как Пимслер, Росимель и так далее. Эти методы позволили мне достичь нежного промежуточного уровня, так сказать. Это уже неплохо, но потом, как Ленин говорит, что делать? Что делать, чтобы говорить лучше? Что делать, чтобы говорить бегло? Что делать, чтобы достичь уровня продвинутого? Путешествовать можно было, брать уроки с учителем можно было, но все это не так просто организовать. Время идет, годы идут, интернет распространяется, новые ресурсы появляются, но все еще сложно было найти подходящее содержание. Потом YouTube наконец-то появляется, каналы на русском, ютуберы, но все еще не могу найти то, что мне нужно. Есть и каналы для начинающих, не скучные. Есть, конечно, контент для русскоговорящих, слишком сложно. Что делать? Депрессия. Депрессия у меня. Однажды что-то происходит. Я вижу у меня в экране, я сижу дома, и вижу у меня в экране сегодняшнее приложение YouTube. И вот, Russian Progress, Learn Russian the Natural Way.
Learn Russian естественным образом. Шутка, шутка, шутка. Это напоминает мне тупые рекламы, как учить язык за 3 месяца или что-то подобное. Ерунда, чушь, бардак, невозможно. Все, закрываю экран, буду играть в баскетбол. Я люблю баскетбол. На следующий день YouTube, приложение Learn Russian the Natural Way. Russian Progress. Еще раз. Все, баскетбол. Уже не могу. Блин, дождь идет, баскетбола нет. Ну ладно, я кликую. Смотрю. Ну хорошо, интересно то, что говорит тот молодой человек. И более-менее все понимаю. Другие ролики есть, смотрю, интересно тоже. И вы знаете, что будет дальше? Что? Я зависим. Я просто зависим. Я регулярно смотрю ролики Артема. Каждый ролик по 5 раз. Я следую советам Артема. Без субтитров, с субтитрами, отмечая слова, которые я не знаю и так далее. И вот я улучшил свои знания русского языка. Мой уровень прослушивания, мой уровень говорения, мой уровень чтения. Все улучшились. И, ну, конечно, я довольно много работал, но очевидно, что я не смог бы преуспеть без Артема. Я хочу публично, официально заявить, товарищи, послушайте меня внимательно. Я хочу объявить, что Артем Назарев, добропорядочный гражданин города Новосибирска, страна Российская Федерация, Владимир Владимирович, пожалуйста, слушайте меня тоже. Я объявляю, что Артем Назарев заслуживает. Так, где звук? Чего я заслуживаю? Так, техническая проблема возникла. Я объявляю, что Артем Назарев заслуживает большего уважения за то, что он помог мне, Марк Лати, гражданин Французской Республики или Федерации, нет, Французской Республики. Он помог мне сломать барьер, чтобы выйти на новый уровень владения русским языком. И сейчас, я говорю серьезно, я, Марк Лати, в качестве генерального секретаря Центрального комитета языковой партии награждаю Артема Назарева орденом Героя Языкового Союза. Благодаря Артему мы будем строить новый мир обучения языкам. Мы будем строить общество нового типа, без эксплуатации, общество свободы, равенства, братства, изучения языков. Да здравствует Союз, да здравствует Артем Назарев. Вот и все, товарищи. Я желаю вам всем самого доброго. Благодарю за внимание. Блин, это, конечно, самое мощное, наверное, впечатление от всей моей деятельности. Ну, Марк, огромное тебе спасибо за все твои слова, за эмоции. В общем, и прекрасно ты говоришь по-русски. Мне нечего добавить. В общем, браво, мерси. Присылайте, пожалуйста, тоже свои записи. Мне их очень интересно слушать. Это действительно прямая, самая прямая, наверное, обратная связь. Все, не буду больше задерживать. Приятного прослушивания. Теперь мы плавно переходим к смыслу всего проекта и всех твоих проектов и твоей жизни. Интересно. Да. Я хочу преподнести это под таким соусом. Значит, путешествие. Там ты уже сам решаешь, зачем ты начал путешествовать, как это происходит. Я вот тебя хотела спросить. Естественно, ты не узко мыслишь то, что все люди там должны путешествовать, поскольку тебе это нравится, но вот я на себе, да? Нет, давай сначала спрошу, потом о себе расскажу.
Не, давай ты о себе, потому что я слишком много уже говорю. Да, ты вообще очень много говоришь. Давай, ты говори. Это неприятно. Ты говори, а я налью воды. Хорошо, я говорю. Почему такой вопрос хочу спросить? Потому что я очень круто отношусь к путешествиям. Ну, то есть у меня нет, естественно, кто может плохо относиться к путешествиям в целом, да? Но Кто никогда не путешествовал. кто никогда не путешествовал. Но мне кажется, у них просто нейтральные отношения. Они, может, этого не понимают. Ну, это как ко всему. Вопрос в следующем будет состоять, готовься, в том, что это от человека зависит, вот он легкий на подъем, очень любопытный, то есть какие-то у человека должны быть качества, чтобы он был в комфортных путешествиях, или это опять же зависит от желания и какой-то вот сверхидеи посетить там 100 стран. Почему я это спрашиваю? Потому что я максимально не adventurous, как это сказать, не приключенческий человек, не готовый к приключениям. Мне нравится все понимать, мне нравится комфорт, и я какое-то время считала, что это очень плохо, то есть это какая-то зашоренность. Нужно пояснять слово зашоренность, Да. видите? Зашоренность — это Слушай, мне кажется, я замыленность. делегирую запись подкастов тебе и вообще заживу. Замыленность в плане, у тебя есть какие-то, ну вот ты как будто живешь в рамках, и ты не знаешь другого, но поскольку человек анализирующий и более или Шоры — менее... это то, что у лошадей. Шоры, да, что им по не бокам. видно глаз, они Вот так. они и так, в принципе, право-налево не очень-то смотрят, но так им вообще ничего не видно, да, чтобы они только ехали прямо, то есть... по сути, я такой маленький бульдозер и есть по жизни, но поскольку я человек анализирующий, я понимаю, что, наверное, что-то, странное со мной. Но в последнее время я стала понимать, что, если мне это некомфортно, то есть вот сесть и вот как Артём переехать в Краснодар, меня ничего не привязывает, я могу работать тоже онлайн, но вот я просто как будто бы не такой человек. Отсюда и вопрос вытекает, как ты вот к этому относишься, можешь меня проанализировать, может, все-таки я не особо этим горю, что у меня, то есть нет интереса, нет мотивации, или реально мне это вот не возникает это в потребностях. Знаешь, вот у меня есть потребность танцевать, я типа не могу, я люблю танцевать, я типа супер себя счастливой ощущаю, хотя этим, людям странно, кажется, типа зачем? А это вот такое, это какая-то часть меня. И вот так же это с путешествиями или нет? Это первая часть вопроса. Вторая... Сразу скажу, что я не знаю ответа на этот вопрос. Будешь выкручиваться. Вторая — это должны у путешественника настоящего такого, должны же какие-то качества быть, которые ему помогут. Я не говорю, что они обязательны. Опять же, нет плохого и хорошего, как мы сегодня уже определили. Что ему поможет в путешествиях? Что бы мне помогло? Может, я могу это развить? Что мне помогает, это избавиться от лишнего. Для начала я не беру с собой лишний хлам. Не беру какие-то вещи, которые, скорее всего, мне не пригодятся. Все, что я взял, 90% мне пригодилось. Что-то мне пригодится просто там один день, например. Штатив, не так часто им пользуюсь, но... В общем, не брать с собой лишнее. И второй момент — это не заморачиваться. Не знаю, все-таки люди разные. По крайней мере, мне помогает то, что я ничего не планирую, я ничего не организую, я ничего не изучаю, не читаю, не смотрю. Я просто перемещаюсь, кайфую, гуляю. И для меня, в принципе, ничего особо не меняется. Что я в Петербурге гулял, что в Новосибирске, что в Краснодаре, в Саратове, в Крыму. То есть это супер легко для меня. Поскольку это вот, часть твоей жизни, да, это для тебя естественно, как ты относишься к таким, как я, например? То есть у тебя возникает какое-то, что с ней не так, или, почему? Да, я не думаю, что мы как-то сильно с тобой отличаемся. Нет, понятно, что мы не отличаемся, но, ты постоянно путешествуешь. Понятное дело, что нам с тобой, как моя любимая фраза, еще одна, мне с тобой детей не крестить. Угу. Что это значит, Артём? Крестить — это значит... Нет, фраза «мне с тобой детей не крестить». Что это значит? Я не знаю, честно. Серьезно? Что? Это моя любимая фраза. Что это значит? Короче, когда я хочу у меня, смотри, сколько фраз, слиться с разговора или с чего-то, или мне вот... Уйти от разговора. Да, уйти от разговора, я говорю, мне с вами детей не крестить, типа того, что мы не должны с тобой прийти к какому-то общему знаменателю, мы высказались, разошлись. Прекрасно у тебя. Я точно прекрасно. тебя найму. В рабы? Да. Итак, я еще буду скрипты сама писать. Так вот,
мы с тобой не очень много общаемся, понятно, что ты там заинтересовался моей супер жизнью, но вот я тебе просто сама рассказываю, да, меня очень это вдохновляет, я иногда думаю... Что это? В путешествия, и вот эта возможность людей просто переезжать. Но для меня это безумный вот стресс, вот если я себя как бы насилую, да, что вот мне нужно поехать, потому что все путешествуют, у меня есть ресурс, у меня есть какой-то там денежный, опять же, ничего не держит. Но ты понимаешь, у меня не возникает вот этого вот желания, а вот проснуться бы завтра в Париже. Почему? Я не знаю. Может быть, у меня в Краснодаре супер наполненная жизнь какая-то, которая мне не дает подумать. Но вот тебе кажется это странным? Или, ну, это типа твой выбор, молодец? Я Или думаю, бы ты что посоветовала просто мне не у все-таки? всех людей есть возможность перемещаться так часто, просто из-за того, что они работают где-то в физическом мире. А если это не про возможность, а про внутреннее? Ну, как бы тут внутреннее это уже второстепенно, потому что даже если бы они хотели путешествовать, их держит работа, вот и все. То есть я никак не смотрю на этих людей, я абсолютно их понимаю, потому что они работают, и они не могут просто взять и уехать. У И тебя конкретный пример я. Не уходи от вопроса. Ну, тебе не... Вот просто, я же не обижусь или что-то. Тебе не я не кажется понимаю странным? сути вопроса. Суть вопроса. У меня есть ресурс, у меня Почему ты есть боишься возраст. путешествовать Не или не боишься, хочешь? вот да. Почему она не путешествует? Какая-то странная. Языки учат. Ну, Все, может, ты не почему она не хочешь просто путешествует? путешествовать? То есть именно прохочешь. Мгм. Ну да, просто у меня Мгм. есть четкое понимание, что если я куда-то поеду, моя жизнь будет интереснее, чем если я буду сидеть в одном городе. И, соответственно, я стараюсь выбираться. Вот, ну, возможно, у кого-то жизнь интересна и так. Но я просто после месяца в одном городе, я уже не могу там находиться, мне скучно, я хочу... То есть я, в принципе, у меня ощущение, что я трачу жизнь пустую после месяца. Будь то Новосибирск, будь то Петербург, сейчас здесь уже начинает Лондон, наверное, Нью-Йорк, любой город, идеальный город я найду, месяц пройдет, я захочу в другой уже поехать, потому что для меня вот важно вот это разнообразие. Так что я просто по-другому не могу, я получаю удовольствие от новых впечатлений, просто от того факта, что я сейчас первый раз в этом месте, я гуляю первый раз по этой улице, первый раз в этой церкви, там, например, это кайф. То есть это такое, Может, знаешь, у тебя путешественническая зависимость? просто если ты каждый день идешь по тому же маршруту, то все эти, ну, условно, годы, месяца, они сжимаются, превращаются в один день. То есть ты когда смотришь назад, получается, у тебя был один день, условно. Но если ты каждый раз в новом месте, у тебя, во-первых, продлевается жизнь, как будто. То есть тебе она становится насыщенной, и неделя твоя, она гораздо ярче, чем если бы ты жил в одном месте. Это просто способ сделать жизнь интереснее и как-то ее растянуть. Вот так вот. Потому что тоже путешествие, не знаю, в Грецию, я там был всего неделю, это было 4 года назад, но я это вспоминаю, или Гонконг, например, да, у нас флаг Гонконга здесь, кто смотрит видео. Я, кстати, забыл упомянуть, что видео доступны на Патреоне, и что на Патреоне также можно найти Да, транскрипцию. и можно посмотреть, как красиво мы здесь сидим. Да, Вообще-то. в общем, это просто, не знаю, А ты не желание. хотел бы себе, ну это, наверное, глупо, но в плане эксперимента устроить челлендж, вот, ну, понятное дело, что ты жил в одном месте, но вот где-то остановиться и как-то так устроить, чтобы тебе на одном месте было интересно. Хороший вопрос. Ну, Не то есть, то чтобы знаешь, это мне... если примитивно говорят, что когда человек Я 100% наедине не убегаю от остается чего-то. с собой, не про бегство, наедине с собой не остается, то ему скучно с собой, типа такого. И тебе всегда нужно общество, а тебе общество, ну, нужно, конечно, но тебе больше вот какой-то смена, то есть ты не можешь устроить так свой быт, чтобы его наполнить. Возможно, я в путешествиях ищу того, чего мне не хватает в моей жизни, не нахожу этого и еду дальше искать. Вот. Но, по крайней мере, вроде как это интересно, это мне нравится, это здорово. Вспомнить потом, наверное, будет... Да уже сейчас, в принципе, я не жалею вообще, что я куда-то съездил, в любое место. Если есть такая возможность, даже если ты не хочешь, я вот так думаю,
нужно этим пользоваться. Даже если тебе хочется отдохнуть, нужно ехать, и потому что ты потом не пожалеешь. Потом ты поймешь, что оно было не зря, и у тебя останутся какие-то впечатления, ну, просто ты насытишь свою жизнь, не знаю. В общем, поэтому я хотел бы жить в разных городах, в разных странах. Если кто-то мне хочет подогнать европейское гражданство, то, пожалуйста, так было бы проще путешествовать. И хату еще можно. И хату еще, Классно, да. только красиво. Итак, и третья часть моих мыслей, это тоже связанное с этим, о путешествиях и языках, естественно. Существует мнение, что язык, ну, твой первый язык родной, он формирует менталитет. И, допустим, билингвизм, да, дети, которые говорят на 2 языках, у них, по сути, все равно или один язык главнее. Вот, допустим, как у нас на Кубани очень много там армянских семей, где дети говорят на армянском и на русском, причем одинаково хорошо, но все равно армянский важнее, потому что это этническая какая-то, да, принадлежность, и для них традиции важны. Вообще, в принципе, на Кавказе это очень круто. Мне кажется, что... об этом тоже можно поговорить, но это тема отдельного подкаста, если вам интересно. Да, мы с тобой сейчас мы запишем можем 30 выпусков подряд. поговорить, знаете, о чем? Артем, кстати, сразу себе предлагаю. Почему у кавказских народов, и, в принципе, у многих, европейских тоже это есть, они очень ценят свой фольклор, свои танцы, свое даже не вот наше русское, я горжусь, да, но я не знаю вообще истоков, ничего, истории. Я не говорю о том, что нужно ходить в лаптях, да, но вот именно сама какая-то любовь к культуре, мы же все, не слушаем там фольклорную музыку и не знаем ее, не только музыку, в принципе, там сказки, еще что-то. Почему у нас этого нет? И меня всегда восхищают вот наши кавказские народы, которые рядом, да, на юге, то, что все там мужчины умеют танцевать, какие-то традиции передаются, и вот мне это очень круто, мне кажется, это тема прям отдельного подкаста, порассуждать, почему у нас, у русских такой какой-то нет этой идентичности. Я могу дать короткий ответ на этот вопрос, если давай, накинь. Так как у меня тоже есть Ну-ка. ответ, но он не короткий. Окей, у меня будет Давай потом короткий. поговорим. Итак, возвращаемся к менталитету. Ладно. Билингвизм. К чему я говорю? Поскольку я преподаватель английского, мне это интересно, вот, допустим, своего ребенка, да, сразу русский и английский, вот, допустим, он будет учить, несмотря на то, что не факт, что вообще он будет жить в англоязычной стране. Например, я еще не знаю, да? У меня есть Но я друг, ему с который детства... это делает. Да, у меня тоже очень много знакомых, которые изначально ребенку дают второй язык, но там это тоже отдельная тема еще одного подкаста про билингвизм, который искусственный. Вопрос в этом. Уже. Нет, видишь, ты искал мне много говорить. Говорю, менталитет формируется языком или средой. То есть, если ты русский человек, но ты живешь, допустим, не знаю, в Великобритании и с детства говоришь на английском, то у тебя не будет русского менталитета, несмотря на то, что ты русский, или там ты переехал в Россию, но твой первый язык английский. И также наоборот. Менталитет формируется и средой и языком, но больше средой, я думаю. Среда, она больше определяет твой менталитет. Язык — это все-таки инструмент, которым ты передаешь свои мысли. Так что да, я думаю так. И тоже очень такая патриотичная на канале Russian Progress. И что там говорить, подписывайтесь на патреончик, чтобы еще посмотреть это все. Мой преподаватель замечательный, ты, кстати, тебе потом расскажу. У нее такая теория существует. Она филолог русского языка, и она говорит о том, что ты тоже, кстати, об этом говоришь, что русские, не русские люди, люди, говорящие на русском языке, они богаты уже, потому что сам язык очень сложный. То есть он позволяет там нейронные связи другие образовывать, еще что-то, там вот эти склонения, еще, допустим, у нас там слова изменяются, там приставки, в общем, он достаточно сложный и отличающийся от всех, которые такие популярные, скажем так, да, там романо-германская группа, еще какой-то. И она считает, что дети, которые изначально говорят на русском языке и владеют этим инструментом спряжения, еще чего-то, у них... Больше мозг, да, скажем так прямо. Они доминируют. Они доминируют, да, и нужно гордиться русским языком, потому что он с детства учит решать сложнее задачи. Вот, как ты относишься к такой теории? Скептически. Я думаю, китайский, арабский тоже довольно сложные языки.
я даже не знаю, что сказать. Возможно, это преимущество, возможно, нет. То, что, например, когда ты читаешь книгу на русском, ты не знаешь, если это новое слово, ты не знаешь, где поставить ударение. Почему? Что за бред? Почему в испанском, в греческом языке, в польском ты всегда знаешь, где поставить ударение, ты не заморачиваешься по поводу этого, ты не тратишь вообще энергию и время свое на то, чтобы узнать, где ударение. Мне стало жарко уже, давай продолжим. Да, ты просто используешь язык по назначению, а мы почему-то должны проверять ударение. Это, мне кажется, это наше Вот оно. бремя, Вот, это наше вот это страдальческое... наш крест, Да, который мы несем. несем всю Да. жизнь. Это только ударение, потом длинные слова, окончания. Сформулировал предложение одним образом, потом что-то передумал, все окончания меняешь везде. То есть эта сложность языка, она можно трактовать по-разному. С одной стороны, прикольно, можно как-то играть языком, если ты достигнешь такого уровня, никто. Ну, то есть мало кто действительно говорит по-русски. Я не говорю по-русски так, как можно использовать его в полной мере, со всей красотой, с богатством, с грамматикой какой-то сложной. Но, с другой стороны, есть английский язык, который функциональный, который позволяет тебе жить жизнь свою и не заморачиваться по поводу языка. То есть язык — это инструмент. Так что здесь, я не знаю, это преимущество или... Ну, это преимущество в том плане, что если ты хочешь изучать языки, ты будучи носителем русского языка, тебе проще, тебе, ну, там, выучить какой-нибудь итальянский, французский, немецкий даже, куда проще, чем им выучить русский. Это огромное преимущество, сразу доступ к литературе русской, интернету, то есть русский язык сейчас на втором месте по популярности после английского, огромные территории и так далее. В общем, это преимущество. Возвращаясь к вопросу менталитета, то есть среда все-таки важнее, чем язык. Язык Да. — это инструмент, ну, по крайней мере, вот у тебя целый инструментарий. Вот такой каламбур, игра слов. Да. Что такое каламбур? Каламбур — это когда звучит одинаково, а разные... Забыл, что это. Ну да, это, ну, у меня не очень, конечно, каламбур, но типа одно и то же слово или однокоренное звучит по-разному, и это типа смешно, Да. но это такое По-английски это, по-моему, play of words. нет. Pen или как? Pen, да, точно Pen, есть такое. да. Да. Ну, неважно. Значит, у тебя... Ты относишься к этому как к инструменту, возможно, потому что ты владеешь многими инструментами. Почему это я отношусь к этому как к инструменту? Я лишь сказал, что... Язык — это инструмент, ты 2 раза повторил. Окей. Ну, Я с тобой, в принципе, согласна. Потому что, да. язык все-таки может формировать, но не в такой степени, как среда. Среда очень сильно нас формирует. Люди, с которыми мы общаемся, архитектура. То есть, если ты живешь в пятиэтажке убитой, ты смотришь на эту грязь, эту окружающую среду, она тебя угнетает. Ты становишься каким-то агрессивным, не знаю. Ну, это такой банальный пример, но если ты живешь, например, в стране, где все аккуратно, все обустроено, ты просто не тратишь свою энергию на это. Что ты засела в телефон? Я смотрю, была теория о том, что именно язык формирует человека. Вот Сапир-Ворф, по-моему. Я не знаю вообще, да, я не эксперт в этом, может быть, язык. Вот. Может... К чему я это говорю, что они провалились с треском. Да, гипотеза лингвистической относительности, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрение его носителей. И также формирование вот этих когнитивных, то есть мыслительных процессов, теории Сапира-Уорфа. И сначала они были безумно популярны в Америке, а потом все это дело провалилось. Это 30-е годы. Да, опять же, эти исследования все, они сегодня популярны, завтра проваливаются. Не стоит так сильно отталкиваться от них. К чему это спрашиваю? То есть финалочка такая, вообще поразмыслить всем. Я думаю, будет интересно. Я это будет нашла самый для себя длинный ответ. Выпуск подкаста Russian На 2 Progress. части мы разделим. Да? Конечно. Слушай, есть тоже мнение, не помню, где я это читала, все читала, не мои идеи, все где-то беру, что человек, который с детства говорит на разных языках, у него в принципе нет менталитета, у него нет... Менталитета, кстати, не существует, ты знала? Да, вот я к чему хотела вообще подытожить, что это же бред. Ну, типа, зачем ты должен относиться к какой-то определенной, там, не знаю,
исторической группе, или как это назвать. Ну, в общем, тоже есть мнение людей, которые максимально против, что дети учили несколько языков, потому что не будет вообще никакой соотношений в голове. То есть вот он не будет говорить, вот, у нас, у русских, хандра. Ну вот. И мне кажется, и хорошо. Дело в среде, то, как люди ведут себя, как они общаются, что у них болит, связано с системой, со страной, с окружением, не с тем, что они родились вот с этим всем. Поменяя среду, поменяется менталитет. Поэтому менталитет — это такая, ну, как бы, это просто чтобы обозначить, что есть такая концепция. Мне кажется, это просто Но удобно. Это да, как ярлык, то есть, ну, человеку нужно куда-то себя но это соотносить. меняется. Да. Это меняется, и есть куча примеров. Не знаю, тот же Сингапур, например, или Гонконг, да, где люди такие же, просто немножко по-другому выстроили систему, и они стали преуспевать, например, да. Так что, не знаю, я как-то... Я не шарю в этом. Не Ну, знаю. чё ты сбавил градус? Надо было сказать, все неправильно. До свидания. Да просто, ну, я как бы хочется что-то сказать, но, блин, это всего лишь мнение, и мне, чтобы как-то Но основательно это ответить на наш это, подкаст, нужно... поэтому мы говорим свое мнение. Я считаю, что это бред. И мне кажется, это круто, когда ты знакомишься с разными культурами и всем на свете, и наоборот, это как-то обогащает. То есть вот этой зашоренности, повторим слово, не возникает, потому что человек изначально знает, что там мир не сходится к одному языку или к одной культуре. Мгм. Вот. Подытоживая. Как это? Правильно сказал? Подытоживаем. Правильно сказала? Подытоживаем. Подытоживаем? Подытоживаем. Подытоживая. Значит, правильно. ВАЭМ. Воем? Да. Но я подытоживаю. Мгм. Одна. Подытоживая, ты сказала. Советы подкаста. Максимальная Окей. всегда полезность, выгода должна быть. Правильно, Артем? Да. Не читайте негативные комментарии, сфокусируйте свое внимание на положительных. Мгм. Далее. Путешествуйте. Хотел бы добавить по поводу комментариев, что не только не читайте, читайте, но обращайте это в позитивную сторону, все-таки как-то развивайтесь. What doesn't kill us makes Да. us stronger. Да. Что не убивает То нас, есть- то делает нас сильнее. Не нужно плакаться. Это нормально. Это жизнь. Жизнь жестока. Далее, путешествуйте, если у вас есть возможность, не отказывайтесь использовать как один из ресурсов. Правильно? Делайте, что хотите. Если не хотите путешествовать, не путешествуйте. Мне нравится, как я подытоживаю, а ты как бы комментируешь мои Да. слова. Хорошо. И третье, менталитет — это фигня. Вообще не думайте, не ищите ярлыки. Про менталитет можно что-то более Поумнее что-то сказать бы, да. мясистое, да. Хорошо, Как-то мы избавили. про менталитет не говорим. Изначально мы начали с чего? Что Что формирует он человека. все равно меняется. Вот это мы к этому точно пришли. Что-то мы пришли к чему-то. Вообще, мне недавно написали, я вчера прочитал комментарий, что Артем, неважно, о чем ты говоришь, главное, чтобы ты говорил по-русски. Так что, пожалуйста. Вообще-то цель у нас была. И тут... вот что ты опять все размазываешь? Мы тут как бы умные мысли поднимаем, и ты говоришь, первая, вторая неважно часть что. Прекрасно. На С третьей ты менталитетом устал. мы что-то немножко... Сейчас просто 12 часов. Артем, походу, Ладно. рано спать ложится. Поэтому так, все. Мгм. Это был подкаст Russian Progress. Да, спасибо большое, Дарья, за участие. Я думаю, что мы запишем еще 30 выпусков. Мне очень понравилось. Так что... И вообще-то я тебе говорю спасибо, это был мой подкаст Окей. сегодня. Спасибо, Артем, за то, что немного рассказал нам Мгм. о себе. Да. Всё. Спасибо за прослушивание. Спокойной ночи. Good night. Подписывайтесь на Patreon.